Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал, и сегодня у нас видео сравнения. Я нарисую одну и ту же картинку с использованием гуаши и акварели. И параллельно расскажу вам, чем эти материалы похожи и чем они различаются. Думаю, это видео будет познавательно и интересным, особенно для новичков. И перед началом, как всегда, хочу напомнить подписаться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, а также заглядывайте в мой инстаграм и группу ВКонтакте, все ссылки будут в описании. Итак, я разделила экран, чтобы вам было проще сразу сравнивать. Справа у меня акварель, а слева гуашь. Это весьма популярные виды красок, которыми пользуются как профессиональные художники, так и любители. Лично я начинала с гуаши, и это до сих пор мой самый любимый материал. И давайте немного пройдемся по скучным определениям. Гуашь – это легко растворяющаяся в воде краска на клеевой основе, плотная и матовая, а акварель – это мягкая и прозрачная краска на водной основе. И когда мы используем акварель, она всегда в таких небольших кюветках, потому что мы ее всегда разбавляем водой, а гуашь можно использовать прямо из баночки. Основные свойства акварели – это мягкость и прозрачность, поэтому она позволяет создавать такие очень воздушные картины. При наслаивании оттенков мы видим все слои, а с помощью гуаши можно добиться ярких и сочных, насыщенных цветом рисунков. Также гуашь не растекается по бумаге, ей можно делать четкие рисунки, а акварелью рисуют по мокрой бумаге. По сравнению с акварелью, гуашь более универсальна и, наверное, более простая. Как минимум для нее подходит больше основ. Я рисовала гуашью и на крафтовой бумаге, и на картоне, и можно на холсте, фанере, даже на стекле, а с акварелью будет сложнее. Если вы используете гуашь, то в принципе без особого труда можете исправить какие-то недочеты, косячки, которые случайно получились во время работы. Акварель же не прощает ошибок. Если вы хотите передать фактуру, объем, плотные мазки в работе, то вам также подойдет гуашь. Цветную гуашь очень часто смешивают с белилами. Также белила интересно смотрятся на тонированной бумаге. Акварелью же работают преимущественно на белой бумаге. Итак, давайте подведем итоги, чтобы вы могли решить, что вам удобнее и интереснее для начала. При работе гуашью вы можете переходить от темного слоя к светлому и наоборот, не бояться, если что-то замазать и исправить ошибки. С акварелью в основном мы переходим от светлого цвета, постепенно затемняя, потому что темное пятно вы уже никак не сможете осветлить. С акварелью приходится работать быстрее, нежели чем с гуашью, потому что она очень быстро высыхает. Гуашь отлично подчеркивает фактуру, а акварель незаменима при передаче световых бликов. Акварель обычно накладывают в несколько слоев, плавно перетекающих друг в друга, а при рисовании гуашью виден только самый верхний слой. Но также хочу отметить, что в принципе гуашь вы можете разбавлять до состояния акварели. То есть получается, что гуашь более универсальна. Если вам нужен плотный слой, вы накладываете краску плотно. А если хотите более жидкий, просто добавляете побольше воды и смешиваете это все на палитре. В общем, я думаю, на этом с основными моментами все.
Каждый, конечно же, решает для себя сам, какой материал ему удобнее, какой ему нравится больше. Обязательно пишите в комментариях, какой материал ваш самый любимый. Может быть, это акрил или акварельные карандаши или вообще уголь. А если вы только-только начинаете и, допустим, вам понравилась гуашь, то советую посмотреть на моем канале бесплатный курс обучения рисованию с нуля. Я вам там все подробно расскажу и покажу, чтобы вы не боялись красок и чтобы ваши первые шаги дались вам проще. Предлагаю вам до конца досмотреть процесс рисования, который сейчас на экране. Я старалась. И заранее с вами попрощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм, выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!